Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня вопросы о переезде с вашей собакой во Вьетнам. Я отвечу на часто задаваемые вопросы, а вы подпишитесь, поставьте лайк и оставьте в комментариях свой вопрос. Итак, поехали! У меня есть две собаки. Первый это Доги, смесь таксы с кем-то, мы покупали его в России и привозили сюда. А второй это Бета. Предполагалось, что это мини-такса, но тут что-то тоже пошло не так. Покупали уже во Вьетнаме. Много ли тут собак? В больших жилых комплексах я довольно часто встречаю владельцев с другими породами. В основном это корги и пудели. Много ли здесь бродячих собак? За 4 года во Вьетнаме я жила в Сайгоне и в Ханое. И только один раз увидела стаю бродячих собак, которые действительно попытались напасть на мою собаку, но они боятся людей и живут около мусорных баков, так что осторожней. Как местные относятся к собакам? В большинстве своем я заметила, что женщины очень боятся собак. Даже была ситуация, когда мы шли с собакой на поводке, женщина испугалась, попыталась развернуться, запнулась о бордюр и упала в кусты. Но она шла с подругами, и они вроде как все начали смеяться, веселиться, поэтому негатива не было. Женщины в возрасте часто будут прогонять вас, потому что они не хотят, чтобы собаки где-то рядом ходили в туалет. Дети, есть два варианта. Либо они будут кричать и бояться собаку, либо же они сразу пойдут к ней, чтобы потрогать. Кстати, часто маленькие дети с нянечками начинают лаять. Таким образом, они учат ребенка, что говорит собачка. Воруют ли собак во Вьетнаме? К сожалению, да. Например, в Ханое я примерно вижу 4 объявления в год о том, что пропала собака. У меня даже есть знакомая вьетнамка, которая рассказала, что собака гуляла без поводка наподобие парка около ее дома, и она следила за ней. И потом подъезжает мопед, кидают кусок мяса или еды, берут собаку в петлю, подтягивают на мопед и угоняют. Поэтому будьте осторожны, лучше уж гулять с поводком, либо где-то на закрытой территории в жилых комплексах. Как здесь с ветеринарами? Здесь есть и вьетнамские небольшие ветеринарные клиники, которые будут спрятаны на первом этаже частного дома. Есть и крутые центры, где будут говорить на английском языке. Даже можно встретить русскоговорящих. Я своих питомцев вожу во вьетнамские ветеринарки. Они проще, добрее к животным и, что мне нравится, честнее. Был случай. Маленький щенок перестал есть, его тошнило, и я отвела его к врачу. Они взяли анализы, проверили уровень жидкости в желудке и дали лекарство для пищеварения. Но дома, когда я дала ему лекарство, его опять вырвало, и он начал очень сильно плакать. И тогда я его привезла еще раз и отдала на рентген, где выяснилось, что он нажрался проводов, моих волос, и получился комок, который не проходит. И его надо было оперировать. И вот в этой ветеринарной клинике они сразу же посоветовали другую, потому что сказали, что у них может не хватить оборудования на случай экстренного решения вопроса. И также они сказали: верните, пожалуйста, лекарство, а мы вам вернем деньги, потому что это не тот случай. То есть не я их просила о возврате денег, они сами предложили. И потом еще писали, спрашивали, ну как там. И когда мы приходили, нам всегда какие-то маленькие подарочки. В вьетнамских ветеринарках ценник, конечно же, будет ниже. А как тут с грумингом? Так как здесь много корейцев и японцев, которые действительно заботятся о своих питомцах, то здесь огромное количество всяких спа для собак. Даже есть детские сады. Есть также и вьетнамские спа и передержки, но там действительно условия хуже. Я к вьетнамцам редко вожу собак стричь, потому что стригут либо криво, прям, то есть видно следы от машинки, либо, очень посредственно. Зато ценник где-то за комплекс помыть, подстричь, почистить уши и подстричь ногти будет в районе 300 тысяч вьетнамдонгов. Такой же комплекс, например, в корейском спа обойдется вам уже где-то в 600-700 вьетнамдонгов. Стричь собаку здесь придется. Из-за повышенной влажности у моих знакомых и у меня у собак появляется грибок. Но лечится он очень просто, продаются специальные шампуни, которым вы моете дважды в месяц, и точечно обрабатываете либо йодом, либо специальным средством. Как здесь с кормами для собак? Неужели сидеть только на педигри? Благодаря тем же корейцам и японцам здесь огромное количество кормов на выбор, от премиум-сегмента до самых дешевых. Я чаще всего заказываю на Лазаде, это а-ля местный Алиэкспресс, и мне привозят сразу 6 килограмм прям к дому жилого комплекса.
Но на улице будьте осторожны. Во Вьетнаме есть культура выбрасывать остатки еды, выбрасывать кости, либо оставлять мусор на обочине. А, соответственно, собаки всегда будут искать, чтобы им съесть. Есть ли где гулять? Если вы остановились в современном жилом комплексе, то, скорее всего, у вас будет небольшая территория рядом с домом, с клумбами, с деревьями, которая предназначена для жильцов. Но вы с пакетиком и с терпением, потому что вас будут, скорее всего, пытаться выгнать, можете ходить там, пару кругов. А также есть большие парки, в которые можно вывозить собак, но их надо держать на поводке. В прибрежных городах, например, Нячанг или Дананг, можно гулять на прибрежной линии, и там чаще всего будет зеленая зона. Ну а так, довольно часто я вижу, что вьетнамцы выгуливают собак просто вдоль дороги, тоже как вариант, но очень грустный. Как передвигаться по стране с собакой? Привезти собаку во Вьетнам очень легко, а вот дальше уже путешествовать по Вьетнаму начинаются проблемы. Например, самолетом только одна авиакомпания, Vietnam Airlines, принимает собак, и то только в грузовой отсек. Можно перевозить на поезде. Желательно, конечно, выкупить купе, и тогда к вам не будет претензий, ну а так все зависит от размера собаки и настроения толпы. Во Вьетнаме популярно путешествовать на слип-басе, когда вы из одной точки ложитесь в автобус, спите ночь и вас перевозят в другой город. Если собака крупная, то, скорее всего, ее поставят в переноске вместе с чемоданами в грузовой отсек. Если же собака небольшого размера, то она может спать с вами в ячейке. Если вы путешествуете по городу, то вы можете смело заказывать граббайк. Если у вас небольшая переноска, которую вы можете держать на руках, то без проблем. Или маленькая собака, которую вы будете держать на руках сзади водителя. Если же речь идет о заказе граб-машины, то только переноска и в багажник, потому что во Вьетнаме вьетнамцы платят 100% налог на покупку автомобиля, так что тут холят и лелеют свои машины. Я же чаще всего перевожу собак на мопеде, даже если мы выбираемся за город. Если уезжаем надолго, то оставляю в отеле для собак. Как завести собаку во Вьетнам? А вот это я расскажу в следующем видео, так что подписывайся и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить. Оставь свой лайк и комментарий, на какие вопросы еще ответить. И увидимся во Вьетнаме. Пока!